Всем привет, друзья! У нас очень коротенький видеообзор одного из возможных вариантов полнокомплектных рефрижераторов для мегаполисов Москвы. Самая его главная заслуга в том, что эта модификация L2H2, собранная на базе Fiat Ducato, имеет полную массу 2,495. Соответственно, въезд в пределы грузового каркаса без каких-либо ограничений, без пропуска. Немного поподробнее сейчас мы расскажем. Заранее извиняюсь в том, что в объективе перед вами нахожусь в очках, потому что нереально светит солнце. Поэтому тот вариант, который мы сегодня хотели вам рассказать, имеет модификацию Fiat Ducato L2H2. Fiat вам уже давным-давно знакомый итальянец. Ducato — обозначение модельного ряда. L2H2 — это обозначение габаритных размеров нашего автомобиля. Наш автомобиль в виде цельнометаллической версии. В модельном ряду Fiat Ducato присутствуют вариации также в виде шасси. Но у нас сегодня другой экспонат. В модельном ряду Fiat Ducato есть модификации L1, L2, L3, L4. Это обозначение длины колесной базы. И высота крыши H1, H2, H3. Это, соответственно, низкая, средняя, высокая. По состоянию на июль 2020 года Fiat Ducato поставляются в России не в полном объеме. Точно есть маленькие, средние и третьи базы. Самые большие базы есть перебои с поставками, поэтому нужно четко, точно уточнять наличие этой модификации. Ту базу, которую за основу взяли мы, это L2H2. Именно она позволяет иметь заниженную полную массу 2,495 и объем нашего внутреннего отсека 11,5 кубов. Всем известно, что на Fiat Ducato устанавливается очень надежный двигатель от Iveco Daily объемом 2,3 литра и мощностью 131 лошадиная сила. Вы можете видеть индекс 130 как раз на крыле. Двигатель Евро 5. Работает он в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач. Автомата на данных модификациях не предусмотрено. Наша версия передний привод. Передняя подвеска у нас независимая, типа Макферсон. Задняя подвеска у нас рессорная. Задняя шиновка у нас односкатная. Сама по себе машина, естественно, хорошая. Там и АБС, и дисковые тормоза, и система курсовой устойчивости. Потому что это нормальный, полноценный европейский автомобиль, где требования к активной и пассивной безопасности, конечно же, очень высокие. Наше внимание приковывает именно грузовой отсек, потому что по сравнению с конкурентами, тем же Фордом Транзитом, здесь у модификации L2H2 внутренний объем грузового отсека 11,5 кубов, а по полу до утепления размещается 4 европалета. Сколько там осталось полезных внутренних сантиметров, мы обязательно с вами промерим, когда нырнем с вами в грузовой отсек. А пока предлагаю посмотреть, немного взглянуть на то, как исполнена наша кабина. В интернете представлено большое количество видеообзоров, подробных, разжеванных, где рассказывают каждую мелочь по салону Fiat Ducato. Эпизодически только отмечу о том, что в данном случае комплектация у нас есть airbag. На двигателе установлен очень хорошая, полезная такая штука, как догреватель двигателя Webasto, который работает преимущественно в зимний период. Этот догреватель, кстати, можно переоборудовать в полноценный предпусковой отопитель Webasto. Довольно необычным образом сделаны вот в данном случае подстаканники. Для кого-то это нормально, но вот сегодня приезжал клиент, который сказал, что если, например, средний пассажир будет сидеть, то он ногами будет упираться в эти подстаканники, и ему это не очень нравится. Поэтому на вкус и цвет личное дело каждого. Салон хороший, классный, сиденья удобные, есть подлокотник, куча регулировок, все абсолютно нормально, все хорошо. Огромная полка над водительской головой, куда размещается просто неимоверное количество всякой разной мелочи, которую вам необходимо. Выбирая Fiat Ducato, конечно же, вы можете рассчитывать на то, что это будет полноценный европейский автомобиль, у которого будут электростеклоподъемники, центральный замок, электрозеркала с обогревом, airbag водительский. Если хотите, здесь будет и кондиционер, а устанавливая холодильное оборудование, мы вам поможем этот кондиционер здесь сохранить. Центральный замок
и куча разного вспомогательного оборудования. Это, естественно, индивидуально выбирайте под себя. Единственный компонент, по которому Fiat Ducato проигрывает тому же Ford Transit, это количество бардачков. Ford сделал в этом плане всех. Такого количества бардачков, как у Форда, нету ни у кого. Габаритные размеры нашего автомобиля. Это очень важный момент для тех, кто ездит куда-то в ограниченные места с габаритами. Итак, длина почти 5,5 метров, ширина 2,050, по зеркалам, естественно, побольше. И самое главное, высота 2,524 в самой крайней точке. Чтобы не увеличивать внешнюю габаритную высоту, мы заказали утепление у наших партнеров компании Кросси и попросили холодильное оборудование поместить в специальный кювет. То есть это вырез в передней стенке крыши. Таким образом, вы видите, что габаритная высота автомобиля не увеличивается. Это очень важный момент. Традиционно для цельнометаллических версий, естественно, наличие правой сдвижной боковой двери, а также задних распашных дверей. Одна важная особенность – это петли, которые позволяют открывать двери на почти 250 градусов. Вы видите, что это не полноценный 270, но это примерно 240-250 градусов для вашего удобства. Не знаю, насколько это вам удобно, решать вам, но такая опция здесь есть, и это в этом автомобиле реализовано. Утепление мы заказали у нашего стародавнего партнера компания Кросси. Выбирая подрядчика, естественно, мы очень должное и серьезное внимание уделяем тому качеству, какая капсула у нас в итоге получится. Потому что по требованию нашего заказчика здесь должна была быть температура плюс 12, минус 18 градусов. Поэтому толщина наших стен 80 мм, утепление по кругу. Капсула обшита пластиковыми панелями. На боковых стенках выполнены такелажные рейки для того, чтобы можно было зафиксировать ваш груз. Настил пола у нас рифленый алюминий. Собирая автомобиль под температурный режим глубокой заморозки, по уму боковую дверь блокировать, потому что она является дополнительным мостиком холода, то есть источником поступления ненужного тепла внутрь грузового отсека. Для режима FNA и FRB, то есть до 0 и до минус 10 градусов, как правило, дверь мы оставляем и ставим чуть помощнее холодильный агрегат. Но для режима FRC и сохранения функционала правой боковой двери наш подрядчик изготавливает отдельную дополнительную дверь. Вот таким образом это все хозяйство и выглядит. Мы серьезно снизили здесь потери температуры, но при этом оставили функционал правой боковой двери, когда сзади разгружать вам неудобно. Или вы нагрузили таким образом, что сначала вы выгружаете продукцию отсюда. Поэтому смотрите, что получилось. И ребятки из компании Кросси молодцы. Вот изготовили, значит, вот такой фиксатор двери в открытом положении. Молодцы. Все, дверь надежно зафиксирована. Господа, теперь самое интересное — это внутренние оставшиеся полезные размеры. Итак, (2,71) это внутренняя полезная длина. (162) это внутренняя полезная ширина в самой практически широкой части. Так, два палета помещается. Ширина между арками по полу 131 сантиметр. Ширина по проему 135 сантиметров. Высота по проему у нас 160 сантиметров. Высота по потолку
180 сантиметров. Высота по холодильнику, под холодильником 165 сантиметров. Ну и давайте вот в этой точке облицовки шлангов холодильника 146 сантиметров. 146 сантиметров. Длина вот этого полезного отсека до арок порядка 145 сантиметров. Таким образом, мы с вами делаем выводы о том, что у нас по полу в длину разместятся два палета. Но здесь они закончатся. Два палета. 120. Итак, значит, при длине 2,70, ширине в той части 1,62 м, мы имеем с вами возможность разместить два палета, 3 палета. И вот 8 сантиметров не хватает, чтобы разместить 4-й палет. Чудо не произошло. Поэтому вы можете 1, 2, 3 палета поперек ставить. Вы можете поставить там 2 палета, 1 палет здесь. И вот здесь еще целое огромное место. Но все равно 3 полноценных палета у вас сюда влезут. Что аналогично показателю, если я не ошибаюсь, у Форда Транзита. Но здесь внутреннего пространства больше почти на 1,5 куба. Если у Форда это около 10 кубов, то у Фиата Дуката до утепления это 11,5 кубов. Достигается это за счет того, что автомобиль сам по себе чуть-чуть крупнее, чуть-чуть длиннее и более квадратная форма нашего отсека позволяет нам иметь здесь запас на 1,5 куба больше. Для красоты и освещенности у нас установлено 2 плафона освещения грузового отсека. Один боковой, они включаются и включается нажатием, и один вот в этой части над проемом. Все это хозяйство и красоту дополняет третья важная составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора. Холодильно-отопительная установка Thermo King C250. Красоту и эстетику дополняет вот такой красивый кожух, который прячет под собой дренажные шланги и отверстия от конденсата холодильной установки. Красота должна быть полнокомплектной. Легкий мягкий запуск двигателя ивековского, который хоть и с ремнем ГРМ, но при этом один из немногих миллионников. То есть при должном внимании и своевременном обслуживании этот двигатель способен проехать 1 000 000 километров. Сейчас это чуть ли не одно из серьезнейших преимуществ Фиата, которое осталось после всего. Сейчас я закрою. Здесь очень экономичный двигатель и серьезный ресурс двигателя. За это эти автомобили и выбирают. Пульт управления холодильной установкой расположен у нас вот в этом месте. Удобно, не мешает, хорошо читается. Смотрим, значит, у нас сетпоинт минус 10. Давайте поставим минус 15, ну минус 18. Равно зафиксировали. Так, текущая температура у нас 24 градуса в кузове. Холодильник включился, пошел на охлаждение. Напомню еще раз, холодильная установка предназначена для любого температурного режима. Зимой она может обогреть грузовой отсек до плюс 2, плюс 8 градусов для перевозки какой-то охлажденки. Летом она может охладить и до плюс 2, плюс 8, а также и до минус 18 градусов. Мощности нашей холодильной установки, как обычно, здесь с избытком. Мы любим собирать рефрижераторы с очень мощными холодильными установками. Поэтому наш Thermo King C250 рассчитан на кубатуру 12 кубов, температурный режим минус 18 градусов. У нас после утепления порядка 9 кубов внутреннего объема, а может быть еще и меньше, поэтому здесь будет хороший приличный запас по мощности у холодильной установки. Поэтому включили, проверяем. Удобно читается, хорошо видно, даже несмотря на то, что
например, светит солнце, откинули козыречек, пожалуйста, все видно, все читаем. Четвертая важная составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора – это регистратор температурных данных Thermo King Touch Lock с поверкой на 2 года, с 2 датчиками и со встроенным принтером, который позволяет вам распечатать чек, в котором будет указано температурный режим, с которым вы ехали. Вы можете видеть о том, что здесь сенсорный экран, 22,4 градуса, 22,3 температура у нас на датчике холодильника и 21 градус у нас температура на датчиках самого регистратора. Расхождение примерно в 1 градус. Вот вы можете видеть один датчик, второй датчик, сенсорный экран. Если надо, распечатали себе чек. Вот, мы видим время 17:44 было 23 градуса, 17:45 стало 20 градусов сразу. То есть за 1 минуту 3 градуса. Друзья, смотрите, дождик нам немножко помешал, загнал нас посидеть в автомобиль. Мы завели автомобиль, включили холодильник, в 17:44 было 23 градуса. Значит, в 18:02, это у нас 18 минут, 2,7 градуса. 20 градусов скинул. То есть примерно 1 градус в минуту. Вот примерно так. Сейчас у нас внутри 2,3 градуса. На самом пульте от холодильника 2,6. Разница 0,3 градуса. Это, видать, в самом начале, когда только разогретый грузовой отсек, есть такая погрешность показаний примерно в градус. При приближении к нулю, вот вы видите, что уже разница в показаниях примерно 0,3 градуса погрешности между регистратором и самим холодильником. Конденсерный внешний блок нашей холодильной установки, как вы можете видеть, прекрасно располагается в нашей специально сделанной нише. Называется она дурацким словом кювет, но это сленг кузовщиков, поэтому мы за ними повторяем. Видите, какая красота. Друзья, самое время финализировать наш коротенький видеообзор. Итак, наш полнокомплектный рефрижератор состоит из 4 компонентов. Первое. Базовый автомобиль Fiat Ducato L2H2. Цельнометаллическая версия, у которой до утепления внутренний отсек 11,5 кубов, после утепления порядка 9 кубов. Вместимость нашего грузового отсека до утепления 4 палета, после утепления 3 палета и россыпь свободного места. Базовый автомобиль у нас переднеприводный, у него полная масса 2,5 тонны, он въездной во все мыслимые и немыслимые ограничения, и никаких пропусков вам не потребуется в любой мегаполис, в любое ограничение по полной массе. Грузоподъемность нашего автомобиля, соответственно, после занижения полной массы по документам составляет примерно 300-350 килограмм, но реальная грузоподъемность порядка 800-900 килограмм с учетом капсулы и с учетом холодильного оборудования. Сам автомобиль вам давным-давно знаком. Легендарный, выносливый ивековский мотор объемом 2,3 литра. Ремень ГРМ у нас ременной, но нужно своевременно следить за его заменой. И этот автомобиль вам отъездит добрых несколько сотен тысяч километров, а может быть и доедет до миллиона, ресурс там заложен. Работает его мощность 131 лошадиная сила, турбированный, дизельный, работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Все как у всех. Хорошая базовая комплектация, электропакет, центральный замок, догреватель двигателя Webasto. Можно взять комплектацию побогаче, тогда будет штатная магнитола с управлением на руле, какие-то там держатели, еще какие-то плюшки, приколюшки. Но это уже индивидуально надо решать вам. Вторая важная составляющая – это утепление грузового отсека. Было выполнено нашим подрядчиком, стародавним партнером компании Crossi. Для сохранения температурного режима стенки мы взяли толщиной 80 мм, а боковую дверь, которую по идее надо было блокировать, мы с компанией Crossi изготовили в том виде, в котором вы видели. То есть ее функционал оставили, но по принципу сейфа сделали отдельную боковую дверь. При этом
также остались задние распашные двери. Холодильную установку, которую сюда мы выбрали, Thermo King C250. Она и охлаждает, она и обогревает, и даст вам любую температуру в интервале от плюс 12 до минус 18 градусов. То есть почти 90% температурного режима, какой можно возить и продукции, вы можете на это рассчитывать. И четвертая составляющая, которую попросил наш здесь клиент, это регистратор температурных данных. С поверкой на 2 года, 2 датчика. Практически все фармацевты такие регистраторы сейчас требуют, но в самое ближайшее время и те, кто занимается продуктами питания, и какие-то сети, тоже, скорее всего, будут у вас требовать и просить, чтобы регистратор у вас был, и вы также распечатывали на выгрузке, на приемке товара температурный чек, в котором будет видно, что вы не нарушили температурный режим перевозки. Гарантия на автомобиль 2 года без ограничений по пробегу, межсервисный интервал 20 тысяч километров, на утепление гарантия год, на холодильник гарантия 2 года. Все это хозяйство по состоянию на июль 2020 года стоит примерно 2 миллиона 850 тысяч рублей. Плюс-минус. Нюансы в большую или меньшую сторону, это уже надо обсуждать индивидуально. Вы видите, погода никак нас не отпускает и не дает нам полноценно вам завершить красивый видеообзор, поэтому уже промокли. До новых встреч, пошли готовиться к новым репортажам. Пока!